Земля путешествует по Вселенной, вращаясь вокруг своей оси, наклоненной под углом 23,5 градуса. Так что с определенной точки зрения мы все живем в мире на бекрень. Сегодня в мире на бекрень некоторые люди подходят к самому краю и делают еще один шаг. Бокс с толстокожими в Таиланде. Делайте ставки на жуков в Корее. Собирание покрытия в Ираке. И езда по рельсам во Франции. Так что сделайте шаг. Еще один шаг. Под углом 23,5. Отличный день для боксерской схватки в Бангкоке. В левом углу ринга в черных и розовых трусах два таиландских боксера, общий вес которых 250 фунтов. Их противник съедает в 2 раза больше на завтрак. В правом углу в серых трусах супертяжеловес, вес которого около 10 тысяч фунтов. Бокс считается национальным таиландским видом спорта. Символом Таиланда является слон. Прошло много времени, пока то и другое соединились. Слоном управляют легкими хлопками. Сейчас он проводит комбинацию и да, раунд почти выигран. Слон двигается вперед, чтобы добить. Эти парни не устоят перед ударами толстокожего. Они даже не ждали этого апперкота. Победитель единогласным решением. В схватке со слоном придерживайтесь одного правила. Не относитесь к нему легкомысленно. У этого боксера около 40 тысяч мышц. Он может поднять груз в 1 тонну. В 1900 году в Таиланде было около 100 тысяч слонов, которых использовали как транспорт. Сегодня появился более быстрый транспорт, а в Таиланде осталось всего 5000 слонов, 3000 из них приручены. Приручают слонов главным образом ради представления. Но для них есть компенсация. Дикий слон живет около 40 лет. Ручной слон живет 60 лет. Ученые говорят, что это из-за упражнений. Спасибо. Кристиан Ноу – изобретатель. Его правда зовут Ноу. Его изобретения выставлены в музеях всего мира. Ноу изобрел несколько транспортных средств. Но основная его гордость – рельсовая яхта. Эта идея пришла ему в голову, когда он увидел, как на поезде перевозили ракеты. Его яхта сделана из 2 байдарок. Он добавил к ним 2 паруса, тормоза, и за 85 тысяч франков теперь плавает по суше. Многие поезда не могут ездить по всему свету, потому что в разных странах используют разные полоты. Но эта яхта модифицируется под любые полоты. Он плавал на ней в пустыне Сахара, в Испании, Ботсване и Боливии.
Он также ездил на французском TGV. Это скоростной поезд. Этот поезд развивает скорость в 135 миль в час. Простой поезд достигает 65 миль в час. Максимальная скорость 44 мили в час. Несколько раз он избежал несчастных случаев. Во Британии его чуть не сбил поезд. Но самая сложная часть его путешествий — это получение разрешения. За 60 тысяч долларов австралийское правительство разрешило ему использовать железную дорогу. Во Франции ему разрешили использовать незадействованные пути. И здесь есть жандармы, которые предотвращают столкновение на перекрестках. Вам не надо долго учиться управлять этой яхтой. Здесь нет рулевых рычагов, так как нет необходимости поворачивать. Просто ждите ветра. Но всегда есть вероятность, что вам придется немного потолкаться. Настоящая яхта не может двигаться по суше. И в отличие от капитана настоящей яхты, если не будет ветра, Кристиано может отправиться домой пешком. В Ираке каждый год выпадает всего 6 дюймов осадков. Это немного. И все же жители Хита, город западнее Багдада, не рискуют. Как и многие другие люди, они покрывают крыши битумом. Конечно, в Хите довольно жарко, поэтому битум трескается, и его необходимо заменять. В этом городе это не проблема. Вам надо только перейти улицу и набрать битума сколько угодно. В Хите битум поднимается на поверхность из-под земли. Битум — это плотное, тяжелое месиво неочищенной нефти. Это называется нефтяными источниками. Места, где неочищенная нефть просачивается из-под земли на поверхность. Здесь ее можно набрать в тарелку или в банку и использовать, покрывая крышу. Битум — водонепроницаемый материал. Иракцы использовали его еще с библейских времен. Согласно книге Бытия, лодка, укрывшая маленького Моисея, была обмазана битумом. Сбор битума связан с определенным риском, особенно если вы курильщик. Из источника часто вырывается газ. Даже небольшая искра может вызвать необратимые последствия. А в источниках битума большое скопление нефти и газа. Так что вам делать, если вы увидите вырывающийся из-под земли битум? Оставайтесь спокойным, бросайте сигарету и немедленно приобретайте лицензию на ведение строительных работ. Далее в программе ставки на жуков в Корее. Сверхъестественное приносит прибыль в ваннах. In В 1978, 1978 году mysterious на shapes пшеничных started полях appearing in Англии English начали wheat fields. появляться мистические круги. The farmers Фермеры called them называли их crop хлебными circles. кругами. But no one Но knew никто не what знал, strange что за forces were неведомые creating силы them. сделали их.
Животные, выведенные на пастбище, уходили, камеры ломались. Многие ученые начали утверждать, что круги сделаны кораблями инопланетян. Другие считали, что круги образовались из-за изменчивых направлений ветра. Японские ученые предположили, что это работа молнии. Английская королева потребовала проведения правительственного расследования. Так кто же ответственен за эти странные явления? Дуглас Бауэр. В 1991 году он шокировал ученых, признавшись, что эти круги делают он и его приятель. Их инструменты — кусок дерева, веревка и оптическое приспособление. Я пользовался этими вещами в течение 14 лет, с 78 по 91 год. И многие люди это заметили. Многие, почти 10 тысяч людей. Столько народу приезжало на ферму Тима Карсона каждый год, чтобы увидеть появляющиеся круги. Дуглас говорит, что все началось как шутка. Он со своим приятелем Дэвидом Чорли сидел в пивной, умирая от скуки. Наслушавшись об НЛО, они отправились на поле фермера, чтобы сделать первый эскиз. Затем, в 1981 году, про эти загадочные круги узнала пресса. Но никто не подозревал, что скромный владелец винчестерской картинной галереи, он же художник-пейзажист, по ночам создавал комплекс хлебных кругов. Зачем же после десятилетнего отвращивания людей он раскрыл свой секрет? Он говорит, что все стало выходить из-под контроля. И самое главное, на его произведения богатели другие люди. Сегодня Дуглас может сделать хлебный круг для вас. Небольшой круг стоит 500 фунтов, за большой вы отдадите 1500 фунтов. Хотя Дуглас Бауэр признался, многие исследователи НЛО все же отказываются ему верить. Они утверждают, что круги имеют паранормальную основу. Может быть и так. Эти скептики указывают на то, что, по словам Дугласа, он сделал всего 600 кругов, а их насчитывают более 1200 в Англии и по всему миру. Это означает, что некоторые формы паранормального интеллекта все же где-то существуют. Праздник весны в Гонкахе, Южной Корее, популярен. Очень популярен. Настолько популярен, что его снимает все корейское телевидение. Для чего же сюда приходят люди? Вы можете попробовать побить мировой рекорд катания на качелях. В нем участвуют только женщины. Можете кидать вещи, стрелять в вещи, покупать вещи. Можете даже увидеть известную женщину-змею. Но основная причина, по которой сюда приходят, это рулетка. В обычной рулетке шарик останавливается в секторе в силу основных законов физики. Но в южнокорейской рулетке победа больше связана с психологией. Психологией жука. Водяные жуки всегда ищут маленькое, скрытое место, поэтому, когда вы опускаете одного из них в середину открытой посудины, он начинает искать убежище. Но почему же жук предпочел цифру 28, а не 29? А это одна из загадок жучьей психологии.
То, что жука подносят на ложке, не играет большой роли. Попытать удачу стоит 300 вон. Это около 50 центов. Но в этой игре удача очень вероятна. У каждого номера есть свой приз. Конечно, одни призы лучше, другие хуже. Интересно знать, о каком из них думает Генриш. Победил номер 37. Нет. Номер 1. Да нет, номер 2. Нет, номер 38. Нет. Некоторые жуки просто не могут решить. Далее в программе самцы Джоки в Камеруне. Религиозное клеймо в Индии. In Cameroon, the elephant is a symbol of power and integrity. No wonder the men of Cameroon form elephant societies. The societies play music, dance, and pass on traditions. But in the town of Boya in western Cameroon, the members of the elephant society of the Bakwari tribe go one step beyond. They actually become elephants. Their transformation begins in the forest. They go in looking like this. They come out looking like this. Well, most of them do. A few members remain hidden in the forest. No one is allowed to see their secret transformation. For it is said that in the jungle, a few of these men can change into elephant form at will. Most of the men perform a dance called the viambi. It represents the movements of elephant herds in the forest. Finally, the elephants emerge from the forest. No, obviously, these are not real elephants. The men only transform themselves into real elephants when no one's looking. The costumes are made of palm fronds and raffia. The tusks are made of ironwood. As a final touch, there are anklets made from little sonjo shells. Если толпа начинает шуметь, здесь этот парень, который охраняет порядок. Он не является членом общества слонов. Он выходит из другого секретного общества, общества пророков. За день до этого эти люди начинают превращаться в слонов, вытаптывая поля местных ферм. Но пришло время вернуться в лес и отложить костюмы до следующего года. Не волнуйтесь, они за год не забудут движение. Слоны вообще ничего не забывают. These Hindu worshippers of Vishnu believe that you're reborn many times.
first as a Сначала lower как form of маленькая life, форма жизни, such as a например, bird or an птица или insect. насекомое. Through good За deeds, хорошие you may поступки вас eventually be могут rewarded наградить with human life. человеческой жизнью. But the Но goal is они to хотят stop the остановить tiresome этот скучный cycle of цикл birth and перерождения. rebirth. Being В blessed by an этом может elephant can помочь help. благословение слона. But to really do the Но для trick, лучшего эффекта эти these индийские Indian поклонники worshippers of Вишну, Vishnu, которые called the Sri называются Сри Vaishnava, Вайшнава, believe you must должны undergo испытать Pancha панча Samskara, самскара, an elaborate тщательно ceremony that разработанная includes церемония, которая branding. включает в себя клеймение. Pancha Samskara Панча helps you самскара attain поможет вам найти moksha, мокша or или salvation. спасение. if you don't Ну, die если, of fright конечно, вы не first. умрете от страха. You only get Вас branded клеймят once, только один раз, but the но Sri Сри Vaishnava Вайшнави practice учат from с an раннего early возраста, age, чтобы вы so they'll были be psychologically психологически prepared. подготовлены. Pancha Панча Samskara is самскара очень very сложная involved. процедура. First, the Сначала branding тавро irons are кладут в placed in огонь, the чтобы fire оно to heat up. нагрелось. А пока While ritual готовятся ingredients are laid out, принадлежности ритуала. rice, Рис coconut, и and пасты sandalwood paste. сандалового дерева. The Brahmin priest puts on Священник a одевает purifying ring made очищающее of кольцо, darbar grass, сделанное из травы then дар. recites Sanskrit Затем verses начинают about читать spiritual молитву о ancestry. духовном происхождении. The inductees are После then этого purified участники by the очищаются priest. священником. This is your Это last ваш chance to последний change your шанс mind. передумать. After this После того, amulet is как на tied вас to the одели wrist with амулет, 3 knots, обратного you пути can't back out. But Но first, you're fed сначала a вас ritual meal. накормят ритуальной едой. Finally, И it's вот time. теперь, To make sure the чтобы brands are убедиться, hot что тавро enough, they достаточно try them out разогрелось, on a его betel leaf прикладывают first. к листу. Nice and hot. Достаточно разогрелось. On the right На shoulder, правое плечо the sacred wheel of священное Vishnu. колесо Вишну. On the left На левое shoulder, плечо the sacred conch священную shell. раковину. Okay, that may have Возможно, hurt a было little, немного больно. but there's some Но вам soothing прикладывают salve мазь из made of белой white глины, clay чтобы to relieve снять the боль. pain. And К тому besides, же она she's ждала been waiting for этого this. все свои жизни. All her Все lives. жизни. Next time on Смотрите в Tilt следующей 23 and a программе под half. углом 23,5. Fighting fire В Китае with с fire огнем in борется China. огнем. American high school Американские students студенты get учатся high все on выше learning. и выше. Greek golfers Греческие игроки pray в for гольф birdies. молятся на птиц. And А man на takes on Северном полюсе nature человек at the North сражается Pole. с природой. Strange Случайные знакомые. bedfellows. Next В time on следующей Tilt программе под 23 углом and a half. 23,5.